Привет, друзья! Рада вас видеть на канале Советы для дома. В этом видео я вам покажу, как стирать тюль. Если ваш тюль стал серым, пожелтел или выглядит тускло, не спешите покупать новый. Сначала попробуйте его постирать так, как я сейчас покажу, и, возможно, он снова станет у вас светлым и свежим. Если вы любите стирать тюль в стиральной машине, то запомните, перед стиркой его обязательно нужно обеспылить. Вы даже не представляете, сколько пыли в нем собирается, особенно если окна выходят на дорогу. Если вы живете в частном доме или многоэтажке, выходите на улицу и вытряхиваете тюль. Если живете в модном районе, тогда возьмите таз, налейте в него холодную воду и замочите тюль на 1 час. Вода вытянет пыль, уличную грязь и старые отложения. Теперь переходим ко второму этапу, который поможет вернуть тюлю свежесть и белизну. В таз наливаю 3 литра прохладной воды, добавляю в воду 3 столовые ложки соли. Она поможет осветлить ткань, вытянет всю грязь и не даст тюлю выглядеть уставшим после стирки. И 3 столовые ложки соды. Сода поможет лучше отстирать жир, удалить желтизну и серость и устранит запахи, которыми пропитался тюль. Например, если он висел на кухне или в комнате, где курят. Перемешайте раствор и положите в него тюль. Тюль должен полностью быть покрыт водой. Как видите, у меня раствора недостаточно, поэтому я сначала долью в таз необходимое количество воды, а в последний литр воды добавлю соль и соду в соответствии с пропорциями. Получается по 1 столовой ложке на каждый литр воды. И уже полученный раствор вылью в таз. Поэтому смотрите, сколько у вас тюля, и исходя из этого, решайте, сколько раствора для замачивания вам нужно будет сделать. Оставляем тюль замачиваться минимум на 1 час. У меня тюль замачивался 1,5 часа. Теперь его нужно немного помять руками. Слегка отжать воду, не нужно скручивать тюль. И положить в стиральную машину. Смотрите, какая вода была, когда я только положила в нее тюль, и какая она стала после замачивания. Поэтому замачивание – это половина успеха, если вы стираете тюль, и пропускать этот этап я не советую. Итак, для стирки тюля в стиральной машине лучше использовать гель. Добавляю половину от той нормы, что указано на упаковке. Стирать тюль нужно на деликатном режиме. У меня его нет, поэтому выбираю режим синтетика. Выставляю температуру 30 градусов и полностью отключаю отжим. Обязательно включаю дополнительное полоскание и запускаю стирку. Давайте чуть подробнее объясню про замачивание. Как я уже сказала, тюль собирает очень много пыли. Так вот, если вы снимете его и сразу положите в стиральную машинку, то все время основной стирки тюль будет стираться вот в этих пыльных комочках и серой воде. В итоге вся эта грязь снова осядет на ткани. Если у вас вообще нет времени замачивать тюль и бегать с тазиками, тогда изучите предварительную стирку в своей стиральной машине. Подробно, как постирать таким образом тюль, я показала в другом видео. Ссылка на него сейчас появится вверху справа. Сначала машинка просто выполаскивает его в чистой воде, а уже потом начинается стирка с моющим средством. Сушить тюль можно по-разному. Можно сразу после стирки повешать его на карниз, а под низ положить тряпочки, чтобы стекала вода. В этом случае тюль расправляется под собственным весом и гладить его не придется. Мне не сильно нравится вешать мокрый тюль на окно, поэтому я накидываю его сверху на напольную сушилку, а края прихватываю прищепками. Вот так это выглядит. Я прищепнула 4 угла и 1 раз с каждого края посередине длины. Таким образом тюль не болтается по полу и на нем вообще нет складок. Попробуйте постирать тюль таким способом, если хотите вернуть ему белизну, свежесть, без химии и лишних затрат. Если видео было полезным, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем легкой стирки! Увидимся в следующем видео.